Итак, здравствуйте, друзья! Всем привет! Добро пожаловать на наш канал «Мы в Испании». Мы по-прежнему находимся в Испании, провинция Аликанте, на побережье Коста-Бланка. И тема сегодняшнего нашего ролика будет связана неразрывно с теми изменениями, которые происходят в Испании за последний год и за последнее время. Многие из вас знают, а если не знают, то мы вам расскажем, что в Испании за последний год достаточно сильно растет цена на топливо и на электроэнергию. Люди получали реально высокие очень счета за электроэнергию, те, которые не успели подсуетиться, не заключили долгосрочные договора с компанией, предоставляющей электроэнергию. Вот мы, например, до 2026 года имеем неизменный тарифный план, поэтому в этом смысле нам немножечко, может быть, повезло, но люди получают большие счета. Также деле стремительно растут цены на топливо, и мы вам уже рассказывали про закон, который вступит в силу 1 января 2023 года. Посмотрите вот здесь, если вы не знаете еще об этом, что это за закон, какие изменения нас ждут в связи с этим. Ну и вот эта вся ситуация подводит нас к тому, что мы начинаем все задумываться, как можно сэкономить свои деньги, перейти на какие источники энергии. Об этом сегодня мы с вами поговорим. Я задам вопросы свои Алексею, а если у вас будут вопросы, обязательно оставляйте их под видео. Итак, поехали. Не забывайте прямо сейчас поставить лайк и подписаться, кто еще не подписался, ну, как обычно. Первый мой вопрос Алексею. Вот что мы можем сделать в такой ситуации, чтобы немножко сократить свои затраты на электричество? Что делать? Ну что, друзья, единственное, что могу посоветовать, особенно тех, кто живет в таких южных краях, как Испания, у нас широта позволяет использовать солнечную энергетику, достаточно очень комфортно, да? И доступно. Солнышко почти каждый день. Солнце в Испании 320 дней в году, и, соответственно, нужно обязательно это использовать и устанавливать себе солнечные системы. Объясни мне, как человеку не профессионалу, далекому от этого, что значит солнечная система, что я должна приобрести и сколько стоит установка солнечных батарей, да, вот я слышала панели, сколько это может мне обойтись? Солнечные панели, ну, можно разделить там на две группы, да, это нагрев воды, это солнечные коллекторы, и, собственно, выработка электроэнергии. В принципе, я как инженер-электрик больше приверженец к электроэнергии, к солнечным панелям, потому что, имея электроэнергию, можно и воду нагреть. Вот. Но у кого есть место, чтобы установить солнечные коллекторы для воды, это тоже очень выгодно. И, в принципе, нужно эту проблему решать в комплексе. И греть воду, и вырабатывать электроэнергию. Ну, я расскажу про электроэнергию. В Солнечной системе для выработки электроэнергии есть несколько таких основных элементов. Первое — это сами солнечные панели. Солнечные панели сейчас на рынке, ну, доступны, их можно там от 300 Вт до 550 и до 600 даже есть. Но в среднем, то есть цена-качество сейчас 450 Вт где-то, ну вот 400, давайте на этом остановимся, 450 Вт. Соответственно, помимо солнечных панелей нужен будет инвертор. Инверторы тоже есть разные, есть сетевой, есть гибридный, есть автономный. То есть это все рассчитывается от ваших потребностей. И, соответственно, ну вот панели, сам инвертор, и, соответственно, все это дело подключить, расключить. Это нужна структура, где будет установлены солнечные панели. Она должна рассчитываться на определенный ветер, на дождь, на град там, и так далее, на ветровые нагрузки. Сам инвертор, который рассчитывается на ту необходимую мощность, на которую рассчитана ваша квартира или ваш дом. Вот. И все вот эти вот коммутация, кабельные каналы и так далее. А сколько солнечных панелей нужно установить? Допустим, у меня есть маленький домик или квартира в урбанизации. Откуда вот я знаю? То есть компания, которая устанавливает, они мне рассчитают, сколько солнечных панелей мне нужно установить для того, чтобы питался весь дом, чтобы я заряжал свой электромобиль. Ну, сколько вот приблизительно солнечных панелей необходимо установить? Да, вот, допустим, маленький домик у меня есть. Хочу я вот все переключить на солнечную энергетику. Ну, сколько это могу сказать, что гадать не нужно, все уже давно рассчитано, и каждый инженер, инженер-электрик, он прекрасно знает, есть определенные параметры, требования. Но я могу сказать, что семья из 2 человек, 2 взрослых и 2 ребенка, ну это как бы установлено такое вот в нашей широте, потребляет 4200 киловатт-часов в год. Если вы разделите на 12 месяцев, ну это получится там в районе там, 300 там, с копейками, там, 350, может быть, вот так вот. То есть, исходя из этого, считаем в обратную сторону, то мы выйдем к тому, что на семью минимум нужно порядка 3 киловатт. То есть
3 киловатта нам нужно получать от солнца, отдавать в сеть, если это сетевой инвертор, или закачивать в аккумулятор, если это с аккумулятором система. Вот. И для того, чтобы получить вот эти вот 3 киловатта, нужно там от 6 до 10 панелей солнечных установить. Солнечные панели сейчас идут стандартные, вот эти на 450 ватт, про которые мы рассказываем, идут двухметровые, 2 метра на метр. И исходя из этого, смотрите по вашей крыше, по вашей площади, есть ли у вас возможность установить или нету. Многие устанавливают вертикально. В принципе, панель работает вертикально тоже очень хорошо. Ну, лучше, конечно, по широте В подбирать. урбанизации, вот в общей урбанизации, где общее жилье, нужно ли получать какое-то одобрение, соглашение в коммунидаде от других жильцов? Я слышала, что 1/3 жильцов должны Да, дать свое обязательно. согласие. Сложно ли это все вот в муниципалитете где-то? Обязательно в урбанизации, там, где вы проживаете совместно с другими собственниками, вы должны получить там согласие порядка 30%. Нужно обратиться с этим к своему Ну, это где-то президенту. 1/3 приблизительно Да, жильцов, ну да. так и есть. Так Ну, и есть. достаточно просто, и многие сейчас соглашаются. Даже многие урбанизации, я знаю, что на общих собраниях выбирают определенное место, потому что не у всех есть там трехэтажные урбанизации, не у всех есть место на крыше, и крыша эксплуатируется там под другие нужды, кто-то ставит там интернет-антенны или там кондиционеры и так далее. То есть многие урбанизации еще и разбирают и предлагают для того, чтобы те крышные места пустующие поделить между собственниками, и чтобы каждый собственник установил себе там То есть какие-то имел панели. что-то. А вот еще многих смущает, что есть был налог на солнце, да, так называемый. И мы слышали, что его вроде бы как бы в 2019 году отменили. Так ли это, Алексей? Да, совершенно верно. Наш сын Дмитрий учится сейчас как раз в формационном профессионале. Он пошел как раз на специальность. Вот. Ну, Ну, это связано, в общем, с солнечной энергетикой, да, да? у него именно солнечная энергетика. И как раз вот они проходят, и вот профессора им говорила, что с 2019 года королевским указом отменен налог на солнце. И помимо этого введены в каждой области там свои плюшки, так называемые бонусы. То есть если вы устанавливаете солнечные панели, то до 40% вам может компенсировать государство. То есть субсидии, да, какие-то? Субсидии, да. Но это для тех, еще раз подчеркну, это для тех, кто работает в Испании и платит здесь налоги. Мгм. То есть это не так, что вам там деньги выплатили, а вы сначала оплачиваете полностью стоимость, потом подаете определенные там документы, собираете, и вам компенсируют налоговые. Еще один такой вопрос. Будут ли мои солнечные панели, если я установила их где-то в домике, в урбанизации, подключены к национальной сети? То есть обязана я их подключать в национальную сеть? Или я освобождена от этого, я сама могу вот решать, хочу я подключать, нет? То есть что вот в отношении этого гласит закон Испании? Нет, закон Испании, естественно, То есть меня не обязывают? не обязывают, конечно же, не обязывают, но по испанским законам, ну, это зеленая энергетика, она во многих странах как используется, вам выгодно сдавать лишнюю энергию, которую вырабатывают ваши солнечные панели, которую вы не используете сами. Это бывают там моменты, допустим, в пиковые часы, ну, летом, в жару, там, в час дня, вы на пляже находитесь, а у вас ваша система там выдает 10 киловатт, и ее просто некуда девать, то есть вы не можете ее потратить. Уже стиралка отработала, плита То у нас есть готовилась. излишки, вот простыми словами. Простыми словами, излишки мы продаем в сеть. Мгм. То есть мы днем продаем излишки. Сейчас вот на сегодняшний момент цена тоже выросла, было 9 центов, сейчас уже за 17 центов государство покупает у вас электроэнергию. А ночью вы эту же электроэнергию, когда нет у нас солнца, вы ее забираете себе. Это один момент, то есть это вот сетевой инвертор. Если у вас гибридный инвертор, это у вас, допустим, выделена мощность 2 киловатта, и вы поставили еще установку на 3 киловатта, и хотите, чтобы у вас там кондиционер или там тепловые насосы работали. Это гибридный инвертор, который там суммирует там 2 плюс 3, и вы получаете условно в своей квартире 5 киловатт. И есть автономные системы, их очень любят устанавливать на финке. Там, ну, так, Финка — это территория, территория как бы, так называемых дачах, да. как сказать, То есть участок земли. там, где не проложена линия электропередач, нету электроэнергии, выгодно поставить, естественно, автономную систему с аккумуляторами. Ну, это все рассчитывать нужно, потому что на дачах не все часто живут, и здесь можно варьировать и по мощности и так Мгм. далее. Я сразу извиняюсь, мы надели очки, потому что как раз-таки у нас светит солнышко. Вот, следующий у меня вопрос такой, допустим, Алексей, я приобрела электромобиль.
чтобы заправлять его, и поскольку электричество у нас, цены на электричество у нас тоже растут в последнее время, чтобы заправлять его дома, поставить зарядную станцию я могу, да? Расскажи вот поподробненько, что я могу сделать, чтобы как-то тоже так же использовать солнечную энергию для заряда своего электромобиля. Допустим, я его приобрела, у меня есть свое какое-то жилье, что мне сделать? По электромобилям я немножко зайду с самого начала. В принципе, сейчас рынок электромобилей уже достаточно расширился. Уже электромобили имеют батарею, там, ну, условно, если Nissan Leaf был 24 киловатта батарея, сейчас уже 50 и 70 есть. И, соответственно, каждый производитель производит автомобиль с той целью, чтобы пользователи заряжали, естественно, дома. И у каждого электромобиля есть своя на борту зарядка. Она бывает либо однофазная на 7 киловатт, либо трехфазная на 11 киловатт. И, соответственно, под эту мощность вы можете и рассчитывать солнечную систему, устанавливая себе дома. То есть, если вам нужно, допустим, заряжать электромобиль каждый день, то вы устанавливаете солнечную систему, условно, там на 7 или там на 10 киловатт. Она у вас в течение дня отдает в сеть, условно, те там 20-30 киловатт в час. И потом вы все это дело назад забираете ночью, когда у вас заряжается автомобиль. А срок окупаемости вот этих солнечных панелей, если я так вот установила в домике, опять-таки мой дом питается от солнца, у меня солнечные панели, я потратила сколько там, в принципе, на... Кстати, сколько будет стоить мне установка солнечной такой системы дома? Да, Приблизительно, да, средняя хороший цена. очень вопрос, потому что... Хороший вопрос. Хороший вопрос, да, потому что все... С этого стоило начать. Ну, все задают вопросы. Вопрос, он, в принципе, один, и он очень простой. Уже, ну, практикой рассчитано. Даже многие инженерные программы, которые производят расчет там установки, они уже мгновенно выдают стоимость, потому что евро не меняется. Здесь, в Испании, 1 киловатт солнечной системы стоит где-то 1100-1200 евро. Ну, условно, если вам нужно 3 киловатта, умножаете на 3 и получаете там либо 3300. Нет, это я имею в виду установка работы, когда всё мне вместе. придут, смонтируют, все Это все повесят. вместе. Это солнечные панели, это структура, это кабельные, это инверторы, это работа монтажника. А срок всё. окупаемости какой у меня будет? Сколько? По сроку окупаемости возвращаемся в те 4200 киловатт-часов, которые потребляет семья за год. И вы посчитаете, что если 4200 вы будете получать от солнца, то мы первый год потратили условно там свои, ну вот 4200 это 3 киловатта, то есть 3 киловатта это будет стоить там 3500, там 3600 евро. В течение 4 лет у вас эта система полностью окупается, и следующий год у вас ежегодно порядка 700 евро приносит прибыль вот эта установка. И, соответственно, ну вообще все системы рассчитываются на 15 лет, и срок окупаемости считают по 15 лет. По истечении 15 лет у вас эта установка принесет прибыли там, ну, порядка 8000 евро. Это вот здесь, в Испании. Я могу от этой системы, например, обогревать свой бассейн, охлаждать помещение, естественно, да? Как я еще могу? Ну, то есть я могу обогревать свой бассейн от этой энергетической солнечной системы. Не совсем так, потому что это, я вот то, что в начале видео и говорил, что это все решается в комплексе. Для того, чтобы обогреть бассейн, Нет, да, обогреть воду в бассейне. воду в бассейне, то проще и лучше использовать там тепловой насос. Но тепловой насос условно потребляет там, ну, те же 3 киловатта или там 2,5 киловатта. И, соответственно, установив солнечные панели, установив тепловой насос, у вас солнечные панели будут питать тепловой насос и будут обогревать, ну, то есть все в комплексе. бассейн круглогодично. Я приглашаю специалиста, и специалист мне предлагает все это в комплексе, рассчитывает, и я понимаю, Конечно, что конечно. к чему и как. Да. Все равно, то есть, И вот все так. уже по вашему бюджету. И Где я у могу кого в и как. магазине, например, посмотреть? Есть магазины, где можно посмотреть просто вот эти солнечные панели, солнечные Да, сейчас коллектора. очень Где это вы очень много магазинов. Мы сейчас вот, кстати, наверное, вставим, да, Да, в поставим кадр немножечко. видео. Есть вот Бриколахи, это целая сеть, она по Испании. Также, если вы зайдете в Леруа Мерлен, и, по-моему, даже Икеа стала продавать и солнечные панели, и инверторы. То есть, в принципе, вы можете прийти и посмотреть и стоимость, и выбрать ту установку, которая вам нравится. Ну, естественно, проконсультировавшись
со специалистом. И, наверное, крайний на сегодня вопрос. Может быть, у вас, друзья, будут еще вопросы какие-то. Обязательно пишите их под видео. Думаю, серия таких видео, связанных с этой тематикой, у нас продолжится в дальнейшем, я надеюсь. А такой завершающий на сегодня, наверное, вопрос. Как вот ты считаешь, Алексей, время устанавливать солнечные системы уже пришло? Или еще есть время подождать, когда снизится их стоимость? Будет это все дешевле? Вот как ты думаешь, уже можно устанавливать или еще стоит подождать? Я отвечу так на этот вопрос. Время, конечно же, пришло, это самое основное. И сейчас расскажу почему. В 2012 году страны G20 собрались скажем так, был общий сбор и решили бороться как-то с изменением климата. И с тех пор все страны изменили законодательство. Потом второй этап был в 2019 году, собирались по поводу развития инфраструктуры, зарядных станций для электромобилей, солнечных и так далее. Вот налог отменили. И начиная с 2019 года была поставлена задача до 2025 года определить, выработать тенденции развития инфраструктуры, установка солнечных панелей, зарядок, производство заводов, ну и так далее, так далее, так далее, куча. И в итоге пришли к тому, что с 2025 года нужно будет однозначно всем странам переходить на солнечную энергию. Многие, ну, может быть, там зададут вопрос, а не лучше ли там гидроэлектростанции и так далее. Для правителей, для правителей любой страны выгоднее, чтобы выработка энергии, производство самой электроэнергии была в том месте, где она и тратится. Соответственно, если каждый у себя дома поставит микрогенератор солнечный, то правительству не нужно будет тянуть линии, не нужно прокладывать кабели, то есть энергия вырабатывается там, где и тратится. И отсюда, ну, как бы этим пользуются, в принципе, все правители. И для того, чтобы нас с вами заставить устанавливать солнечные панели, пересаживаться на электромобили, использовать всю вот эту зарядную инфраструктуру, нас нужно как-то заставить. Для этого будет повышаться цена. Но электромобили все же достаточно дорого еще пока что стоят, и не все испанцы, мы знаем, могут себе это позволить. Некоторые имеют такие зарплаты, с которыми им не дадут просто кредит на приобретение электромобиля. Поэтому это вопрос еще такой достаточно. Сейчас, я думаю, идет проблема. Сейчас идет вопрос, тема снятия маркетинговый, сливок. да. Сейчас идет тема снятия сливок, то есть покупают и приобретают те, у кого достаточно хорошие зарплаты или там накопленные деньги есть ранее на счетах в банках, поэтому они могут себе это позволить. Кто работает в Испании, получает вот этот возврат, субсидию от государства. Но многие обычные испанцы, рядовые, они говорят, что это очень жесткая мера и очень тяжело им. Они не могут перейти на электромобиль или им придется покупать старый, поношенный, дешевенький какой-то и ждать вот этот момент. Еще, может быть, ты хочешь какие-то примеры привести из наших знакомых, живущих здесь в Испании, кто уже переходит плавно на установку зарядных станций, солнечных панелей. Есть очень интересный случай знакомых испанцев, очень интересный пример. Я думаю, Алексей сейчас его расскажет обязательно Да, в завершении сегодняшней нашей интересной беседы. В завершении я расскажу. У нас знакомый испанец, он уже ездит на электромобиле. У него уже есть зарядная станция, у него уже установлена солнечная панель на крыше. И интересный вопрос, ну просто логика мышления вот испанцев, как решают испанцы для себя вот зарядку электромобилей. Мы прекрасно знаем, что ночью у нас солнца нет и нужно каким-то образом зарядить свой электромобиль. Испанец поступил очень интересно. У него в таунхаусе две спаренные квартиры, то есть, соответственно, на каждую квартиру ушел свой счетчик. Он обе эти квартиры подсоединил на один счетчик. На этот счетчик также он завел солнечную систему, которая стоит на крыше. То есть полностью сделал автономное питание на свои вот эти две квартиры. В одной квартире живет его мама, и во второй он с семьей. И таким образом так как он ездит еще на электромобиле, ему нужно еще заряжать, и чтобы не перегружать сети, сейчас компания Ибердрола есть мобильный тариф для зарядки электромобилей. Ночью это стоит порядка, там было 3, по-моему, сейчас 5 центов за киловатт, а днем там, ну, чуть ли не до 40. И, соответственно, он установил зарядную станцию для зарядки своих. У него, кстати, 2 автомобиля, зарядная станция на 2 у него места. И вот этот счетчик, который работает по ночному тарифу, он полностью вывел на зарядную станцию. То есть от солнца и от сети он питает 2 квартиры, а от второго учета он
заряжает только электромобили, только ночью. Тоже, в принципе, выгодно. Он говорит, для меня это стало вообще просто очень здорово и выгодно. Итак, друзья, надеюсь, что это видео было вам полезно и интересно. Вопросы, которые будут у вас возникать по этой тематике, пишите под видео. Алексей постарается вам на них ответить. Что ты хочешь еще сказать в конце нашего сегодняшнего ролика? Не, хочу сказать, что, друзья, в любом случае мы перейдем на солнечную энергию, потому что уже законы приняты. И еще я вот вначале не дорассказал, что с 25 года по 50 год все страны должны полностью выбросы сократить до нуля, и, соответственно, у всех у нас будет солнечные панели. Куда бы мы ни шли, а как заставить, мы это видим по ценам на бензин сейчас и на электроэнергию. Рано или поздно, скорее всего, мы все придем к этому. Поэтому главное определиться, наверное, да, обратиться в дальнейшем к хорошим специалистам, которые помогут вам, рассчитают все и установят. Ну, либо вы это как-то самостоятельно умеете делать. В общем, вот такая у нас тема сегодня была. Надеюсь, что это было полезно и интересно. До новых встреч. Всем пока-пока. До новых встреч в наших роликах. Всем добра, удачи, здоровья. Встретимся вновь И на попугай нашем вам привет передал. Встретимся вновь на нашем канале. Все, пока. Чао.